Поднебесной есть легенда о герое-творце Таюе, усмирившем потоп. Когда воды накрыли Китай, отец Таюя Гунь попытался усмирить стихию силой. Он возводил заграждения, строил плотины, но раз за разом поток прорывал их, становясь лишь яростнее. Наблюдая за людскими страданиями, Юй решил не бороться с природой, но направить ее. 13 лет он прокладывал каналы и новые русла, давая воде новый путь. Его усердие и мудрость заметили духи. Они даровали Таюю свиток с тайными знаниями. С его помощью будущий великий правитель поборол потоп и спас тысячи жизней. Так, чудесная помощь пришла к тому, кто самоотверженно следовал за великой надеждой. Так ли важно, с чего начинается путешествие героя? С порога привычного дома, случайной встречи или боли потерь? Собираясь в далекое странствие, он берет рюкзачок драгоценных воспоминаний и навсегда оставляет привычный мир. С каждым шагом дорога, которой он следует, уводит его в горизонт, а очертания дома исчезают в пыли из-под ног. Именно в этот момент герой, то есть каждый из нас, оказывается наедине с собственной верой. Создавая свой первый роман, я впервые почувствовала, что значит проживать опыт вместе с героем. Болеть за него, сочувствовать, поддерживать и удивляться неожиданным решениям. В центре Ханчжоу есть храм-прибежище души Линь Есы. Находясь в густом лесу на горе Фэйлай, этот храм является древнейшим на территории Юго-Восточной Азии. По легенде, в начале IV века у подножья горы жил бедный индийский монах, продававший хворост. Однажды с неба к нему спустился гусь и унес одежду. В погоне за гусем монах нашел место, идеально подходящее для уединения. С того дня тысячи людей приходят сюда со своими молитвами, просят о помощи и ждут благословения. Все мы, как и тот монах, верим в чудо, и иногда чудеса случаются. Легендарный Airstream Клайпер – футуристичная машина, созданная в 30-х американским бизнесменом Уолли Байемом. Когда-то она стала символом начала новой эпохи. Совместные проекты с НАСА, новый аэродинамичный алюминиевый корпус и путешествия богатых американцев по стране. В 80-х правительство Китая совместно с компанией Airstream выпустило несколько уникальных моделей China Clipper. Из партии 30 машин уцелело не больше 15, и одна из них нашла свой дом на ферме в Ханчжоу. Что делает эту машину еще более уникальной?
скоро в ней откроется благотворительное кафе. Это первый совместный проект BC Farm с фондом Life for Unity. Здесь соединятся традиции здорового питания с созданием огорода для бедных детей в Кении. Несколько месяцев назад я начала писать роман «В пыли Туркана». Это история о создательнице фонда Лидии Нижниковой. По сюжету героиня прилетает вместе с сыном в пустыню Туркана, где ее решение создать школу навсегда меняет ход истории, ее собственной и десятков других. Теперь доброе дело фонда продолжится в Китае, в кофейне Cafe for Unity. А уже в следующем году читатели смогут узнать о нелегком пути, который привел Лиду к сегодняшнему дню. Осень в Китае – самое уютное и красивое время года. Гуляя по широким бульварам Западного озера, жители любуются опадающими листьями деревьев гинка и алыми кленами мамидзи. Поэты эпох Тан и Сун верили, что достигшие гармонии с Дао бессмертные Сянь сходят к Западному озеру в тумане, а стихи, написанные здесь, считали озаренными. Проходя пагоды и мосты через озеро, я ощущаю, как истории, хранящиеся глубоко в сердце, обретают свое место, становясь позже сюжетами рассказов. Можем ли мы выбирать судьбу? Или она – череда случайных чудес, выбирающих нас? А может быть, чудо, как в старых легендах, это честный исход труда и глубокой веры? Невзирая на страх и сомнения, перед лицом своей боли, испачканной в дорожной пыли, мы раз за разом поднимаем себя, чтобы снова начать. Чтобы увидеть наяву все самые тайные желания сердца и почувствовать внутренний компас, указывающий путь в темноте среди тысячи звезд. Чтобы однажды причалить к берегу мира, где все невозможное сбылось. И если невозможное возможно, то, может быть, судьба начинается именно с нас? Как знать, я просто иду вперед. До новых встреч!